General Motors совместно с государственной китайской корпорацией SAIC сравнительно недавно запустили бренд Wuling. Под данной маркой вышел крупноразмерный паркетник, на который производитель возлагал большие надежды. Но, как оказалось, вовсе не эта модель способна повысить популярность автомарки. Данная функция была возложена на новый минивэн Wuling Capgemini, который дебютировал в Поднебесной еще в минувшем году. За вполне разумную цену авто предлагает неплохой дизайн и комфорт, который отчасти нельзя найти даже в премиальной версии Mercedes-Benz V-класса. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на китайские флагманы. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. А теперь познакомимся с характеристиками авто поближе. В экстерьере автолюбителей встречает массивная решетка радиатора, узкая светодиодная лента светодиодных дневных ходовых огней и довольно интересное решение с раздельной оптикой. В общем, сразу видно, что дизайнеров из GM к творению Wuling Capgemini привлекли по полной. Кузовные габариты можно назвать стандартными для китайского автомобиля данного класса. Длина составляет 4875 мм, ширина 1880 мм, высота 1700 мм. Колесная база достигает 2800 мм, а дорожный просвет установился на отметке 180 мм. Автомобиль комплектуется 18-дюймовыми колесами с шинами размером 225 на 55 R18 вне зависимости от версий. Об объеме багажника производитель ничего не сказал, но все и так видно, он просторный. Данная модель предлагает покупателям дополнительные опции индивидуальной персонализации салона. Примечательно то, что внешне авто не меняется вне зависимости от типа выбранной комплектации. Согласно опубликованной информации, за доплату пол в салоне нового Capgemini могут отделать натуральным деревом того же типа, который применяют для обшивки яхт. Данный материал отличается высокой стойкостью к истиранию. Спинки передних кресел опционально могут оснастить складными столиками из авиационных композитов, в которые встроена платформа для беспроводной зарядки гаджетов. В список опционального оборудования вошла светодиодная подсветка салона, поддерживающая несколько режимов работы и LED-лампы, встраиваемые в пороги. Также за доплату можно приобрести кресла первого и второго рядов специальной конструкции. Они дополняют электродвигателями, предлагающими множество индивидуальных настроек положений сидений. Рядом с креслами второго ряда можно разместить еще один блок управления бортовой электроникой. Кроме того, подножки опционально обшивают тиковым деревом. Отметим, что даже в базовой версии Capgemini встречается широкоформатный сенсорный монитор со скошенными боковыми гранями и цифровая панель приборов. Автомобилю доступны двухзонный климат-контроль, спортивный руль и несколько водительских ассистентов. Но даже при таком оснащении Wuling сохраняет ту же моторную гамму, которая доступна в базовой версии минивэна. Под капотом китайской новинки размещается 1,5-литровый турбированный двигатель, который выдает до 147 лошадиных сил мощности с максимальным крутящим моментом в 250 Нм при 2200-3400 оборотов в минуту. В комплекте с этим мотором предусмотрен бесступенчатый вариатор. Полный привод для китайского минивэна не предусматривается. Такой мотор позволяет автолюбителю набирать максимальную скорость вплоть до 170 км в час. До сотни машина разгоняется за 9,5 секунд, а расход топлива составляет 7 литров на 100 км пути. Если говорить о безопасности вождения, то в авто предусмотрены система распознавания пешеходов, предупреждение о столкновении, автоматическое торможение при угрозе столкновения, удержание полосы, предупреждение о покидании полосы и прочее. Есть и адаптивный круиз-контроль Bosch ESP 9.3 и 6 подушек безопасности. А теперь о ценах. В базовой комплектации с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 лошадиных сил и коробкой CVT авто стоит $12 740. Самая дорогая версия, оснащенная панорамной крышей,
генератором отрицательных ионов, кондиционером с фильтром PM2.5 и другими современными плюшками обойдется в $17 450, что с учетом комплектации вполне демократично. На этом все, спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на канал, высказать свое мнение в комментарии и поставить этому видео жирный лайк.